Украина не представляет для США самостоятельного интереса ни с экономической, ни с геополитической точки зрения. В ближайшие месяцы администрация Байдена сосредоточится на решении внутренних проблем, и от того, насколько успешно она с ними будет справляться, зависит не только популярность нового президента внутри страны, но и перспективы его международного курса. Внешнеполитическая активность Вашингтона в первые полгода правления Байдена, по всей вероятности, будет ограничиваться восстановлением связей со странами Евросоюза и подготовкой нового соглашения с Ираном. Но, как выясняется, в окружении Владимира Зеленского для нового американского президента разработали совершенно иные планы. Уже давно ходили слухи, что президент Зеленский и высокопоставленные чиновники, отвечающие за его внешнеполитическую активность, связывают с приходом к власти Байдена надежды на его активную помощь руководству Украины в решении внешнеполитических проблем и преодолении внутренних трудностей. Эти чаяния, судя по всему, отразились в интервью, которое несколько дней назад дал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. В ответ на вопрос о 3 главных приоритетах украинской власти в отношениях с новой американской администрацией он отметил следующее. Главным приоритетом является всемирная поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, в том числе благодаря предоставлению прямой военной помощи. Украина также станет добиваться активного включения США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе и участия Вашингтона в проектах, форматы их в Киеве пока не успели определить, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Жовква уверен, что этот вопрос будет на радаре новой демократической администрации. В комплекс двусторонних украино-американских отношений, по мнению человека, помогающего президенту разобраться в реалиях современного мира, непременно войдут и вопросы американской экономической помощи, а Владимир Зеленский непременно окажется лучшим собеседником Джо Байдена по всем вопросам, касающимся Украины. Но украинская сторона не собирается ограничиваться сотрудничеством только в названных сферах. Она готовит дорожную карту развития отношений между Украиной и США, которая во время соответствующих контактов будет представлена американским партнерам. При прочтении интервью Игоря Жовквы вспоминается пьеса Козьмы Прудкова «Фантазия», герой которой Фемистокл Зарваки в ответ на вопрос о его жизненных планах сообщает: «У меня нет несбыточных мечтаний. Мои средства ближе к действительности. Я полагаю занять капитал в 300 тысяч рублей серебром и сделать одно из двух: или пустить в рост, или основать мозольную лечебницу на большой ноге». Подход украинского руководства к отношениям с новой администрацией США чрезвычайно напоминает подобные планы построения мозольной лечебницы на большой ноге на деньги, которые еще только предстоит занять. Прежде всего остается непонятным, в чем, по мнению Киева, должно заключаться активное участие Вашингтона в урегулировании донбасского конфликта. Если под этим подразумевается экономическое и политическое давление администрации на российское руководство с целью принудить его к уступкам в пользу украинской стороны, то возможности подобной политики являются довольно ограниченными, и они были практически исчерпаны уже во время правления Обамы. Странно полагать, что администрация Байдена попытается получить главную роль в процессе урегулирования донбасского конфликта, оттеснив на второй план Францию и Германию. Или что США предоставят Украине значимую военную помощь, рискуя тем самым спровоцировать жесткую ответную реакцию России, с которой Германии необходимо хотя бы по экономическим причинам сохранять взаимодействие. В марте 2014 года, еще до начала Донбасского конфликта, президент Обама дал понять, что Украина не представляет для США самостоятельного интереса ни с экономической, ни с геополитической точки зрения. Поэтому администрация Обамы рассматривала политический кризис, а затем вооруженный конфликт на Украине главным образом как средство снижения российского влияния в Восточной Европе. Байден, как он неоднократно давал понять, разделяет тот подход к международным проблемам, на который опиралась внешнеполитическая стратегия Обамы. Правда, Вашингтон об этом могут попросить европейские союзники, для безопасности которых тлеющий конфликт на Донбассе представляет потенциальную угрозу. Но и в этом случае позиция администрации Байдена будет определяться не американо-украинскими отношениями, как предполагают в офисе Владимира Зеленского, а геополитическими потребностями США и пожеланиями европейских союзников Вашингтона. Одновременно с интервью Игоря Жовквы, который трогательно надеется, что администрация Байдена, которая собирается добиваться ограничения добычи нефти и газа, поможет Украине создать инфраструктуру для импорта сжиженного газа. Вашингтон-Пост появилась статья Джексона Дилла, известного специалиста по вопросам международной политики, посвященная внешнеполитическим приоритетам нового руководства США. Показательно, что Украина в этой статье ни разу не упоминается. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин.
Алена Филипп и Оксана, а также вся команда делового мира.